Руна Феху. Первая руна рунного строя, состоящего из 24 символов. Сразу хочу уточнить такой момент. Использовать к рунному строю слово футарк является неприемлемым, так как футарк используется для рунных строев, а точнее для рунных алфавитов, которые были прописаны намного позже от того времени, когда руны использовались в виде магических систем. То есть старший футарк, есть младший футарк, все это алфавиты. Это все равно, что когда мы на сегодняшний алфавит говорим об АБВГДейка. Поэтому использовать к рунам слово футарк я буду только по той простой причине, что вам сегодня удобно так воспринимать информацию. Но вы для себя понимаете, что это неправильно. Для начала я хотел бы рассказать о руне Феху тот факт, что многие из тех, кто увлекаются рунами, используют ее как последней руной рунного строя. Я вас уверяю, когда вы прослушаете все значения рун в том виде, как их воспринимаю я, у вас не будет ни доли сомнения о том, что эта руна именно первая. Еще очень важный момент – это то, что сегодня к руне Феху используется такое смысловое значение, что это руна денег, богатства, владения состоянием. Многие авторы приписывают такую способность руны, связанную с тем, что раньше эту руну чертили, выжигали на домашних животных, объясняя это тем, что в те года, в те времена, в ту эпоху это являлось главным определением состояния человека. Это заблуждение по той простой причине, что помимо в животных в те времена большую ценность имели также металл, всякого рода драгоценные камни, да и хотя бы даже зерновые культуры, которые так сложно доставались людям в тех суровых условиях северных земель. То есть думать о руне Феху именно так будет являться ошибкой. К концу разговора этого видео вы все поймете сами. А теперь подробней о первой руне рунного строя, руне Феху. В предыдущих видео я уже очень много рассказал, поэтому сейчас я не буду поднимать ту всю информацию, а буду брать из того всего лишь только отрывки для того, чтобы более подробно вам все объяснить. Итак, вы помните матрицу, на которой можно было отобразить все руны рунного строя. На этой матрице руна Феху отображается вот так. С чем это связано? Вот эта вертикальная линия, которую мы можем начертить, она определяет себе время, когда уже что-то есть, конкретно появилось, то есть те события, те промежутки времени, когда что-либо из ничего уже явилось. Именно здесь будет смысл мне напомнить о чистой руне, о которой я вам рассказывал, а точнее не руне, а о самом понятии чистого символа, который подразумевает в себе, что до того момента, когда мы что-то отображаем, все является чистым, то есть не несет в себе никакого конкретного значения, а именно влияние на что-либо. Оно чистое, и в него можно вложить что угодно. Вот на этом чистом сначала появляется вертикальная черта, которая относится к времени то, что есть. Оно явилось, появилось. Также у руны Феху есть две диагональные черты. Одна из них по диагонали проходя отмечает точку в центральной вертикальной черте, вторая отмечает верхнюю точку в третьей вертикальной черте. Я напомню, что три вертикальные черты несут в себе понятие времени. Первая – то, что есть, вторая – то, что происходит, и третья – то, что должно быть. То есть, если внимательно посмотреть, как преобразовывается руна Феху, вы можете увидеть, что она являет что-либо из того события, когда его не было,
то есть на чистом появляется что-то, а также мы видим, что у новоявленного есть возможность проявить себя в будущем. Исходя из этого, значение руны Фиху будет начало проявления чего-то нового. А теперь давайте вернемся с вами к интерпретации руны, когда она имеет смысл деньги. Многие начинают создавать себе кулоны, они чертят эту руну на деньгах, на кошельках, на одежде, на теле, на чем угодно. Давайте как пример я вам наведу применение руны с желанием привлечь к себе деньги и нарисовав ее на кошельке. Задумайтесь на секунду, что такое кошелек. Кошелек — это что-нибудь, назовите его как хотите, но он предназначен для того, чтобы из него удобно было вынимать деньги, сортировать для расчета. То есть, когда вы что-либо покупаете и тратите деньги. И теперь получается, когда вы нарисовали на кошельке руну Феху, вы, сами того не понимая, вы привлекаете не деньги, а привлекаете моменты, события вашей жизни, которые способствуют тому, что вы вынимаете из кошелька деньги. То есть их тратите. Из того, чего не было, является что-то новое, что способствует тому, что вы вынимаете из вашего кошелька деньги и их тратите, но ни в коем случае не прибавляете. Я не знаю ни одного человека, который бы использовал кошелек для накопления денег. Для накопления денег используются как минимум сейфы. И если вы нанесете руну Феху на сейф, на 3-литровую банку, под подушку, под матрас, в определенной тумбочке в шкафу, где вы храните деньги именно для накопления, это будет более логичней, а точнее я бы даже сказал, это будет правильным. Почему? Потому что в таком смысле, нарисовав руну Феху в том месте, где вы копите деньги, вы привлекаете события и возможности, которые способствуют тому, что в том месте будут появляться новые деньги. Но никак это не должен быть кошелек. А теперь давайте с вами вернемся к разговору, когда многие авторы подвязывают суть руны и подводя ее к богатству по той причине, что древние люди чертили ее, выжигали ее, наносили ее на своих животных. Это все было связано с тем, что тот человек того времени хотел явить новое животное, которое бы пополнило ихнее стадо. Но сразу хочу предупредить внимательных слушателей о том, что я не советую чертить руну Феху на тело, даже при желании, если вы хотите забеременеть. Дело в том, что вы можете явить в своем теле не именно плод, а что-либо другого. Я несколько раз встречал такие статьи, что люди чертили на тело руну Феху, а потом по непонятным причинам у них появлялись всякого рода опухоли, либо другие нежелательные вещи, которые они вообще никогда не могли предположить, что они появятся в ихнем теле. Все это происходит по той причине, что люди относятся без всякой осторожности, без уважения к этой древней практике. Я не исключаю ту возможность, что руна Феху может помочь вам обогатиться, но я также могу сказать, что есть и другие руны, которые справятся с этой задачей и с благополучным ее исходом. Дело в том, что даже когда вы начертите руну Феху на вашем сейфе или на том месте, которое вы используете для накопления денег, и не продумав правильно, либо не подкрепив еще дополнительными рунами, вы можете привлечь накопление этих денег в ваш сейф, ваше место, где вы хотите, чтобы было много денег, и деньги будут, но их все равно может вам не хватать, так как вместе с этими деньгами в вашу жизнь придут какие-то обстоятельства, которые будут вызывать у вас те события, которые будут требовать от себя больших затрат. Я настаиваю на том, чтобы вы уважали руны. Поймите, что посмотрев один ролик,
и применив сразу что-либо из рунной магии в свою жизнь, а как чаще всего это бывает, вы трогаете самое сокровенное для вас, ваши самые основные желания, то, что вы хотите именно сегодня, вы сильно можете себе навредить. Не экспериментируйте с самым важным для вас. Если вы попали на этот видеоролик просто из желания, чтобы решить какую-то задачу сиюминутно, этот ролик не для вас. Я рассказываю здесь всю эту информацию для тех людей, которые хотят постигнуть знания о рунах. И в процессе долгого времени обучений, я сразу вам говорю, это не произойдет быстро. Вы должны понять и прочувствовать. Поэтому в многих моментах я так долго мусолю какие-то определенные аспекты, связанные с рунами. Для меня важно, чтобы вы начали их ощущать, уважать, относиться к ним так, как отношусь к ним я. Я готов ответить на любые ваши вопросы, которые вы оставите в комментариях, для того, чтобы ваше обучение прошло быстрее и более понятным образом для вас. А я напоминаю, что вы слушали один из видеороликов канала Фортусита, где я рассказываю свой рассказ о рунах.